Я всех приветствую. На море лето, можно походить, чтобы не поискать по пляжу. Итак, моя территория, как я говорил раньше в других видео, около 5 километров. И потихонечку, каждый год я ее прохожу, эту всю территорию. Раз прохожу 100-200 метров. Сегодня покажу вам один стандартный день, как я это делаю. На море небольшой отлив. Сначала я пройду катушка 9 дюймов, высокочастотная 1875, непосредственно по месту отлива. Потом основную часть буду проходить 15-дюймовой катушкой, то есть основную территорию. Так как я каждый год эту территорию хожу, обхаживаю, проверяю, практически пляж мне знакомый. Также сегодня я испытаю свой скуп самодельный. Это такая бета-версия, пробный вариант. Делается очень просто, из отходов. И в следующем видео я вам дам ссылку внизу, и в конце этого видео я покажу, как можно сделать скуп для легкого песка. Видите, просыпается хорошо. Для легкого песка, что вам облегчит поиск всевозможных находок, монет и прочей всякой атрибутики, цепочек и колец. Все, сейчас я начинаю работать. Буду использовать обыкновенную маленькую лопатку фискус. И если что-то будет крупное, у меня есть всегда с собой лопата. Пройду пляж, потом зайду в дюны. И там посмотрю в некоторых местах. У меня есть некоторые подозрения. Там что-то я когда-то находил. И еще раз проверю. Потому что зимой ветер дюны выдувает, надувает, увеличивает их величину, уменьшает. То есть изменяется размер дюн. Можно что-то походить, что-то поискать. Все, начинаю поиск. Что есть, я вам покажу. В прошлый раз, как я правильно угадал, оказалась пивная банка. У меня осколки, что от нее остались. Итак, покажу я свои настройки на пляже. Я отсекаю 48. Как часто повторяющийся хлам. Это ржавое железо и горячие камни. Здесь их много. И от четверки вниз все минус я тоже все убираю. Потому что в процессе проб и ошибок я убедился, что 99% на этих знаках дискриминации на пляже у меня находится мусор, железо и прочая ржавчина. Поэтому я работаю плюс 4 и до 48. Видите, недостаток в том, что как только подхожу к воде, начинается шум. То есть очень много металла растворено в воде. Пляж просто он не соленый, он металлический. Видите, он дает сигнал. Просто ржавого металла, где-то какие-то крупицы находятся, и он шумит. Поэтому вынужден его отсекать. Прямо вот на поверхности, видите, вот маленькая ямка. Я пальцем сковырнул ее. Вот кусок железа. Теперь покажу вам, как обманывается детектор на ржавчину. 32-34. Так вот. Даже вот такое бывает. Вот находка сегодня, не считая пивной банки с утра. Но это показательный знак. Видите, как обыкновенный кусок железа может вас обмануть. Вот он лежал, вот ямочка, лежал прямо сверху. Еще одна железка. Хочу сказать, в этом году, этим летом, пляж какой-то весь железный. Состоит из таких вот железяк. Мельче, крупнее. Непонятно, откуда они взялись. В прошлом году их не было. Я бы их услышал. Ну и звонят где-то 18, 20, 36 по-разному. В зависимости от величины ржавчины, наверное. Даже такой вот бывает сюрприз. Вот такое лето в этом году. Пляж пустой, но одно железо. Вот, явный пример железа. Показывает минус 8. Железяка, обыкновенная железяка.
Сигнал пропал. Дает минус 8. Все честно. Минус 8, минус 8. Железяка. Интересно. Пошел за лопатой. Маленьким совком там делать нечего. А уже просто интересно. А просто сигнал уже минус 12 показывает. Ой, 12 показывает. 12-20. Так, вот лопата. Так, вот мое место походное. Покажу, как я его оборудую. Это вот лист полистирола. На него придется обыкновенное покрывало. Рюкзак. Все необходимое имущество. Я его так укладываю. И дальше иду в одну сторону и в другую сторону. Метров по 50, по 150. Как получится по времени, по плотности поисков. Все, беру лопату. Потому что чем глубже, вот скоб. Я его обкатал. Ошибки я все его уже увидел. И в следующем видео покажу, как его можно сделать. По крайней мере, идею я вам хорошую подскажу. Лопата. Пойдем посмотрим. Потому что сигнал глубокий и уходит в плюс с минусом. Плюс 12, плюс 20, 24 показывает. Сейчас буду рыть, копать и покажу, что тут было. Самое интересное. Но сигнал очень интересный. Или ржавая железяка, или что-то более существенное. Я бы здесь не копал, если бы это место не находилось как раз там, где спускали лодки на воду. Здесь может быть все что угодно. От корабельных снастей и что-нибудь посерьезнее. Сейчас посмотрю. Все ближе и ближе. Хорошая вещь, пинпоинтер. Где-то рядышком. Сейчас еще пару штыков лопатой и достану. Я так думаю, это так и останется тайной. Потому что вытащить что-то я уже не могу. Сигнал идет очень глубоко. Видите, вода все размывает. Что там, никто уже не узнает. Но если 9-дюймовая катушка высокочастотная взяла на глубине, какая здесь глубина, лопата. О! Нет, это... Вот если она взяла с лопату, это, считай, больше метра. Значит, там что-то очень крупное, достаточно крупное. Копать тут уже, конечно, бесполезно. Сейчас закопать ее надо будет. И какие цели попадаются. Закапывать обязательно. Тут и люди ходят, и дети бегают. Сегодня у нас пятница. Завтра детей будет много. Тут никто не навернулся через яму. Все закапывается. Да, судя по всему, здесь просто-напросто какая-нибудь, может, баржа затонула. Или какой-нибудь железный корабль. Может, какой-нибудь сам бронетранспортер. Что-то очень крупное. По крайней мере, место я запомнил. Если будет отлив, может быть, еще покопать здесь. Вот железо. 9 дюймов, высокочастотное, на метр. Что-то крупное. Ладно, ищем дальше. Сейчас я до своей базы с месторасположения и вправо пойду. Пройдусь сначала 9-дюймовой, посмотрю мелочь, поднимусь в дюны, потом 15 дюймов свою КЛТ-ковскую и буду дальше смотреть, что есть. Да, не достал, не выкопал. Да, воистину, в этом году железный пляж. Буквально метров 30-40 и уже куча железа. Блин, такого не было. Откуда же оно все взялось-то? Ну, единственное объяснение, это его штормом выбило из моря. Потому что в прошлом году здесь только железа не было. Потому что я бы здесь его поднял бы обязательно. Я бы его услышал и увидел и вытащил бы. Да.
Это уже даже не смешно. Откуда столько железа? Его не было в прошлом году. Да. Ну, хоть что-то ближе к теме пробка. Ну, это по сравнению с теми железками, это очень хороший результат. Так что ищем дальше. Всем хороша высокочастотная катушка. Вообще, моно, отлично, цель видит. Все точно, все определяет, все. Но есть и недостатки. Да, вот такую яму пришлось вырыть. Да, ради вот этой вот вещи. Обыкновенная 9-дюймовая высокочастотная катушка 1875 взяла такую мелочь. Вот на такой глубине. Я бы, вот сколько отвала сделал. Итак, отходил сегодня я часа 4, метров 100 прошел. Сегодня день железный. Ничего нет. Вот мелочь. Хорошо берет катушка 1875. Странно, если бы она не брала. Ну, конечно, пробки куда без них. Всевозможные. Меня больше всего удивило вот это железо. Откуда вообще на пляже взялось. На корабельно не похоже. Такое ощущение, что ее разворотило не на шутку. Вот как, чем. Ближе было к воде. То есть мог я в прошлом году и не заметить, пройти мимо. Сейчас просто отлив небольшой. Вот что я показывал в начале. Железо. Железо. Пивные банки. Но хочу сказать, что пивных банок становится все меньше и меньше. Народ все-таки мусор с пляжа начинает уносить. То есть культура все-таки у народа появляется. Пробки. Пробки тоже. Все старые. Видно, их все-таки вынесло с моря, их выносит. И вот какой-то провод непонятный. Тонкий-тонкий проводочек внутри металлический. Катушка взяла, увидела. Все, так, но это еще не все. Сейчас пойду еще в одно место, еще одно место пройду и покажу еще продолжение. Есть одно место очень интересное. Я в него каждый год захожу и каждый год что-то нахожу. Иногда. Все, пока перерыв. Это шиповник. Шиповник обыкновенный, коричный, витаминный. Вот он. Здесь его много. Это дюны. Дюны. Море и шиповник. Почему я вам это показываю? Когда он созреет, где-то в сентябре, у нас он созревает после 20 сентября, я вам расскажу, как его собирать и сушить. Почему именно шиповник? Да потому что ребята-кладокопатели ходят везде. И надо, в принципе, обращать внимание на такие вещи, как ягоды и прочие какие-то вещи, чтобы их можно было собрать и заготовить на зиму. Шиповник — это кладезь витаминов. Так что если вы идете где-то по полю и наткнулись на шиповник, не поленитесь его собрать. Также еще есть рябина, боярышник и другие травы. Вот я вам расскажу. Это уже будет осенью. Всегда берите с собой вспененный полистирол. Он где-то 1,20 м шириной, пополам режете, получается 60 сантиметров, длиной 2 метра. Очень удобно. Можно подстелить, лечь, сесть, как угодно. Итак, отработал я свое место, кусочек. Вот что я нашел. 15-дюймовой катушкой в достаточно большой глубине. Какая-то конструкция, я не пойму от чего. Не знаю, если кто знает, скажите. На орудийное что-то не похоже. Похоже на какую-то дверь. Или крепление какого-нибудь амортизатора. Какой-нибудь телеги. Я не знаю. Вот 15-дюймовая катушка. Я не стал вам уже показывать, как я ее копал. Глубина достаточно очень большая.
больше, чем лопата Fiskars. Вот такой откопал. Так, далее, что я хочу вам показать. По пути я нарезал березовых веников. Вернее, не веников, а веток березовых. Как вы видите, береза хорошая. Сейчас я вам покажу для общего образования, как из березовых веток сделать веник для бани. Приступаю непосредственно к нарезке березового веника. Длина веника ровно на черенок от лопаты Fiskars. Комары. Так, то есть от начала совка лопаты до ручки. Этой длины нам вполне хватит для березового веника. Как я вам показывал, сначала необходимо нарезать много березовых веток. Так, какие должны быть березовые ветки? Сейчас я вам покажу. То есть ветка должна быть вот сам ствол и много от него ответвлений. То есть ветка, каждая в отдельности должна быть достаточно пушистой. Если у нас будет, ну, возьмем какой-нибудь одна тонкая, видите, здесь все равно пушистая получилась, видите, на две. То есть если у нас будет одна тонкая ветка с листочками, то когда у нас высохнет, она превратится у нас в плеть. Даже в общем венике она будет у вас просто стегать. Итак, беру лопату и показываю, как я режу веники. Итак, берем ветку, обыкновенную ветку, и просто укладываем ее верхней частью в самый срез верха, где у нас будет находиться сам веник, верхнюю часть. Обдирать мы потом будем ее снизу, то есть укладываем красивой частью наверх, вот таким вот образом. Я вам покажу в реальном времени, как это все делаю. Мелкие ветки можно подкладывать как с одной, так и с другой стороны. Вот таким вот образом. Вот. Получили достаточно пушистый березовый веник. Итак, мы нарезали достаточно пушистый, хороший березовый веник. Что мы делаем дальше? Обдирается вся листва. Заднюю часть для ручки. Берется секатор и обрезаются кончики. Все, практически веник у нас готов. Далее нам понадобится любая веревка. То есть что мы делаем? Берем веревку, нитку и просто накручиваем. Далее делаем вот так. Делаем петлю, пропускаем с внутренней стороны и затягиваем. Все, мы веник завязали. И также повторяем второй раз. Получили веник. Вот веник. Далее. Я стараюсь сделать не готовые веники, а полуфабрикаты. То есть зимой. То есть я привожу их домой, вывешиваю на чердаке, где придется. Они у меня сохнут в таком же положении. То есть в раскрытом, пушистые. Зимой, перед тем, как идти в баню, я их замачиваю в холодной воде. Просто в ванну кладу в один или два веника. Они у меня наполняются влагой, то есть оживают. Я его кладу в пакет и несу в баню. В баню уже его распариваю в горячей воде. После того, как я его распарю, веник практически всегда меняет свою форму. Поэтому я его разрезаю, эти нитки, и перевязываю заново. И получаю полноценный, хороший веник для бани. Все, всем спасибо.